Доброго всем! Сегодняшняя тема нашего ролика – это ремонт ГБЦ двигателя Acteca SQR477F. Сразу несколько головок одновременно поступили в работу. Уже давно наши подписчики просили показать эту головку, о которой в интернете не так много информации. Сравним эти головки и сравним запчасти, которые нам привезли клиенты. Запчасти этой модели ГБЦ – одна из запутанных тем производителя. В 2008 году китайская компания Chery купила патент на немецкий двигатель, предназначенный для установки на Mini и BMW 3 серии. Двигатель был доработан китайскими инженерами в сотрудничестве с австрийской компанией AVL. В немецкой версии этот двигатель имел привод шестерен распредвала цепной, но китайцы удешевили и упростили конструкцию, установив обычный зубчатый ремень ГРМ, как и на других бюджетных автомобилях. При обрыве или проскальзывании этого ремня в этом двигателе клапана, конечно же, гнутся. Предварительно головку разобрали, разборка в принципе стандартная. Кто желает, тот увидит полную сборку головки в конце ролика. А мы остановимся на дефектовке головки и ее компонентах. В этой головке прострелила прокладка в зоне первого цилиндра. Вот этот цилиндр. На седлах и в коллекторах явно видна ржавчина. На всякий случай ГБЦ отправили на опрессовку. Здесь я сделаю небольшое отступление. Дело в том, что неоднократно подписчики задают вопрос о резине, которую мы используем при опрессовке. И я все обещаю, но все забываю об этом рассказать. Пришло время все-таки удовлетворить спрос. Изначально со станком шла вот такая резина, которая была приклеена на поджимные пластины. Она вроде и неплохая, но быстро испортилась. Затем мы пробовали обычную черную обувную резину, но это я вам скажу жесть. Она жесткая, сложно поддается обжиму, ломали винты, шпильки, резьбы. И вот узнали о такой резине, как вакуумная, и купили пару листов по случаю. Она мягкая, долговечная, удобная. В общем, она у нас прижилась, и с ней никаких проблем при опрессовке не возникает. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Вернемся к нашей головке. Головку опрессовали, и проверка на герметичность не выявила нарушений. После последнего ремонта головка пробежала порядка 110 тысяч километров. Предыдущий ремонт производился после обрыва ремня. Тогда частично загнуло клапаны, которые были поменены. Общий ремонт покажем именно на этой головке. Другая поступившая головка пробежала на двигателе около 60 тысяч. Затем авто 2 года простояло без дела в гараже, и хотя ремень менялся, как и положено, 40 тысяч километров, его оборвало на половине следующего срока. Возможно то, что машина стояла 2 года без движения, и хотя по годам срок не вышел, это и послужило порче ремня, его обрыву и, естественно, загибу клапанов. В этом авто двигатель раскололи впервые, а значит в головке стоят оригинальные компоненты. И в довершение, когда, как говорится, ролик был уже готов, привезли еще одну головку с гнутыми клапанами. Вновь ремешок. Авто было куплено совсем недавно и, по словам моториста, проехало всего пару десятков тысяч километров. ГБЦ в ремонте не было. В этой головке все 16 клапанов приводятся в движение одним распредвалом. Он имеет 12 кулачков по 3 на цилиндр. Один кулачок приводит сразу 2 выпускных клапана через коромысло и по одному впускному кулачку на кулачок по холодной стороне. На опорную часть гидрокомпенсатора в этой головке надевается и защелкивается пластиковый колпачок с металлической таблеткой. Нужно быть достаточно внимательным при монтаже оси коромысла во время сборки ГБЦ, иначе очень запросто можно испортить, сломать, раздавить этот колпачок. На впускной оси коромысла есть проточка под трубы свечных каналов, и между коромыслами стоят пластиковые вставки, которые разводят коромысла между собой. Здесь одна из таких вставок сломана, но не критично. Нет трещин от излома, и менять ее не стоит, не развалится. Распределительный вал в головке удерживает 5 бугелей. В нашем случае и вал, и бугеля имеют мизерный износ, поэтому откладываем их в поддон и забываем на время до сбора. Дальше пружины. И впускные и выпускные пружины одинаковые по высоте, по диаметру и по количеству витков. Высота пружины в свободном положении должна иметь длину 47,7 мм. Клапаны. Часть из них, как я уже говорил, менялись в прошлый раз. Проверим. Так и есть. Оригинальные выпускные клапаны не берутся магнитом. А вот те, которые магнитятся, это уже клапаны, которые поменяли вместо погнутых на неоригинальные. Таким оказалось 4 клапана, собственно, половина. Впускные, замененные ранее, также можно отличить по тарелке клапана.
Нижние тарелочки или опорные шайбы, а также тарелки пружин обычные, характерные для всех иных головок. Стандартно промеряем износ ножки клапана. Впускные изношены от 4 до 6 сотых. Только 2 клапана находятся в нормативных пределах, но на максимальном значении. То есть имеет смысл поменять не 6, а все 8 впускных клапанов. Здесь, видимо, те 2 менее изношенных клапана и были поменены в предыдущий ремонт. А вот выпускные клапаны изношены порядка 1, максимум 2 сотых. Их мы оставим в покое, пусть еще работает, однако сперва обязательно крутнем на биение. Крутнули, погнутости не выявили. Чтобы реально оценить износ втулок, почистим головку от нагара и помоем в моечной машине с применением спецхимсредств от масла и других отложений. Теперь проверим на износ направляющие втулки клапанов. Для этого выставим микрометр по неизношенному выпускному клапану. Выставляем нутромер на 0 и осуществляем промер втулок. Как видим, по показаниям, отталкиваясь от ножки клапана, зазор во впускной втулке составляет в среднем 5-6 соток со стороны сальника, а со стороны тарелки клапана, где износ всегда больше, 8 соток десятка. По ТЭТ, техническим и эксплуатационным данным, в этой головке тепловой зазор должен находиться в пределах 1, максимум 4 соток на впуске и 3-6 соток, соответственно, на выпуске. Как помним, наш зазор составлял 6 соток десятка, а значит эти втулки определяем под замену. На выпускной стороне таких втулок оказалось 4. Измеряем высоту головки. С одной стороны головка имеет высоту 97 мм, а с другой стороны 97,5. На головке стоят цифры предыдущей фрезеровки. Прошлый ремонт с ГБЦ сняли 5 соток, значит реальный размер до фрезеровки составлял 97 мм плюс 5 соток десятка. Теперь перейдем к запчастям. Начнем с простого. Это сальник распредвала, который стоял с завода. Он современный, беспружинный и видели мы такой на всех новых головках. А вот сальник, который привез клиент. На упаковке Минск, страна-производитель Россия, хотя на другой лейбе стоит Китай-производитель, но даже не знаю, что и сказать по этому поводу. А с виду сальник как сальник. Вот и к другой головке привезли точно такой же сальник. Но как он будет работать, сказать сложно. Посмотрим со временем. Сальники клапанов. Они также позиционируются как оригинальные. С виду и по тактильным ощущениям сказать что-то сложно. А вновь таки посмотрим и на работу этих сальников, скажем, со временем, когда головки приедут на очередной раз в ремонт. Одно из авто, которое мы ремонтируем, работает в такси, поэтому надеемся, что машина намотает километраж очень быстро, и результат мы узнаем достаточно скоро. Направляющие втулки клапана. Втулки клапана под ТЭТ должны быть 42 плюс-минус 0,25 мм. Внутренний диаметр 6 мм за минусом 1,5 сотки. Наружный диаметр 11 плюс 4,5 соток. Высота вылета со стороны сальника 12,5 мм плюс-минус 2 десятки. Это новые втулки, которые привезли нам на замену изношенных. Такая вот упаковка. Измеряем параметры этих направляющих. Длина втулки почему-то меньше, 39,3 мм. Наружный диаметр так и есть в плюсе 5. А вот внутренний диаметр измеряем нутромером. Для этого выставляем микрометр по мерной пластинке толщиной 6 мм в нулях. Далее выставляем индикатор нутромера на 0. И измеряем внутренний диаметр втулки по всей длине. Размер составляет 6 плюс сотка 1,5. Что касается других случаев ремонта, клиенты также привезли втулки практически с такими же параметрами. Отличались лишь визуально по классу обработки. Поверхность одних была более матовая, шероховатая, других глянцевая. Место под сальник около 5 мм. Теперь переходим к самому интересному – клапанам. Мы их повидали для этой головки разных уже очень много и попытаемся в них разобраться. Изначально в головке стоят клапаны достойного качества, ходят отлично и много. Вот возьмем заведомо оригинальные клапаны, которые мы извлекли из еще ни разу не ремонтированной головки. Диаметр ножки клапана измеряем в районе сухарей, где износ отсутствует. Ножка впускного клапана 5,98, выпускного 5,96. К слову, эти размеры заявляются и по ТЭТу.
А вот коробка – это новые клапаны клиента. Здесь впускные клапаны, написано Cherry Bonus Very. Откроем, посмотрим. На тарелке клапана есть цифры 77 и больше никаких маркировок. А это впускной клапан другого клиента и также цифры 77 и без других опознавательных данных. Но отличие есть. Торцы ножки клапанов с разной фаской. На одном очень маленькая 45-градусная, а на другой угол фаски гораздо больше. Но это визуально достаточно хорошо видно. Посмотрим, какой должен быть оригинал. С большим трудом нашел информацию о том, как должен выглядеть оригинал. Вот так выглядит впускной и выпускной оригинальный клапан, выпускавшийся до 2017 года. На тарелке клапана цифр нет, на ножке в районе сухарей должна быть нанесена маркировка с цифрами 477F. Визуально должен быть виден термический слой. Начиная с 2017 года на тарелке клапана ставятся цифры 77, а в районе проточки под сухарики стоит двойная маркировка до проточки и после. И главное отличие: до и после 2017 года тарелка оригинального выпускного клапана не должна браться магнитом. На обоих новых впускных клапанах от разных клиентов стоят две семерки, а вот остальных признаков нет. Плюс ко всему, ножка и того и другого клапана имеет размер 5,96, а не 5,98, а значит, перед нами явный поклеп. Выпускной клапан из этой серии стальной. Цифры 77, магнитом берется, маркировки никакой. Размер ножки 5,96. У оригинала, напомню, те же размеры. Делаем вывод, что и новый выпускной клапан, как и впускной, не оригинал. Вот это новый выпускной клапан, который привез другой клиент. Он темного цвета, и он также берется магнитом. Маркировки нет. Сравним с оригиналом. Как видим, магнит к оригинальному не прилипает. Проверяем диаметр ножки поклепного клапана. Он составляет, как и у оригинала, 5,96 мм. Но, однако, не оригинал. Вот еще один неоригинал, берется магнитом и гравировка нанесена до проточки под сухарики и какая-то не такая. А вот оригинальные клапаны ранее с цифрами 77 пока еще не встречали. И вот в той головке, которую привезли в последний момент в ремонт, после обрива ремня, мы неожиданно увидели те самые клапаны. На видео это хорошо видно. Они не магнитятся, имеют необходимую маркировку, и диаметры ножек, как и положено для оригиналов, соответствуют своим размерам, что не наблюдалось у клапанов с цифрами 77, привезенными клиентами. И еще что характерно, когда пытаешься поцарапать оригинальный клапан шабером, то на ножке клапана не остается следов, а на поклепных следы остаются. Вот такая канитель с клапанами этой головы. Кому интересны размеры тарелки впускного клапана, 30 мм и пара десяток, выпускного 25 мм. Длина впускного клапана 108 мм, выпускного 117. Все эти размеры соответствуют оригинальным клапанам. Теперь, когда разобрались, какими должны быть запчасти, приступаем к ремонту головы. В первую очередь нужно поменять направляющие втулки клапанов. Перед тем, как приступить к замене направляющих втулок клапанов, нужно подготовить инструменты и приспособления. Для удаления втулок берем оправку с внутренним размером 5,7 мм и наружным диаметром меньше наружного диаметра втулки, то есть меньше 11 мм. У нас это 10. Это для того, чтобы при выпрессовке оправка свободно прошла в теле головки. Далее подбираем из нашего набора оправку для запрессовки. Как правильно это сделать, мы подробно описывали в нашем видео. Ссылку на него смотрите в описании под этим роликом. Берем насадку на оправку по размеру проточки под сальник на направляющей втулке. И зная, что высота проточки составляет 5,5 мм, а вылет втулки из головки 12,5 мм, мы выбираем дистанционную шайбу толщиной 7 мм. Эти 7 мм и дадут нам в итоге требуемый вылет запрессованной втулки, что даст нам возможность просто тупо забивать втулки, не заботясь о том, что мы где-то не выдержим размер. Далее нагреваем посадочные места головки в печи или при помощи горелки до температуры 100-120 градусов. Те втулки, которые нам требуется заменить, мы заранее пометили маркером. Теперь после прогрева головки выбиваем эти направляющие.
Затем смазываем маслом каждую новую втулку и запрессовываем по своим местам. Обязательно проверяем размер вылета втулки, избегая случайной ошибки. Что самое интересное, в каждом ремонте данной ГБЦ, а их было 5 к ряду, из окон водяных рыбашек обильно выпадали отложения рыжего цвета. Почему так и почему это происходит в этих ГБЦ, стоит задуматься. В других головках это, конечно же, встречается, но в случаях ненадлежащего обслуживания ДВС, а здесь наблюдается в каждой. Промеряем запрессованные втулки, ведь порой бывает так, что при запрессовке они обжимаются и размер меняется в сторону уменьшения. Замер осуществим сразу по размеру ножки клапана, и мы сможем тут же оценить зазор. Так как в данных клапанах и впускная, и выпускная ножка имеет один размер, как помню в оригинальных диаметр ножки клапана отличается на 0,02, то не имеет значения, по какому клапану брать размер. Выставляем на микрометре реальный диаметр ножки клапана и фиксируем его. Теперь ставим нутромер на 0 и измеряем втулки. На циферблате нутромера мы видим 5,6. Подведем итог. Изначально новая направляющая втулка была уже больше оригинальной на 2,5-3 сотки. Новые клапаны и впускные и выпускные имеют диаметр 5,96. Вот в принципе и вышел зазор 6,5-7 соток. Для выпускного клапана это крайний предел. Напомню, что зазор должен составлять максимально 6,3 сотки, а вот для впуска это вообще перебор. Максимально здесь должно быть 4,3 сотки. А все потому, что впускной клапан, как мы говорили ранее, должен быть полнее на 2 сотки, 5,98, а не 5,96. А вот интересен другой случай с выпускными клапанами, те, которые темного цвета. После запрессовки втулок впускной клапан проходит во втулку, а выпускной нет. Сперва решили, что втулки обжало или наклепало при запрессовке, и решили прокалибровать разверткой. Развернули одну втулку, клапан стал болтаться в ней. Промерили всю длину ножки клапана, и оказалось, что торец ножки клапана за сухарями гораздо толще, чем сама ножка клапана. Хотя должно быть наоборот, диаметр торца меньше или такого же размера. С таким фактом сталкиваемся впервые. И если развернуть, не зная, что торец ножки толще, чем сама ножка, то зазор окажется существенно прослабленным. В общем, Китай не лучшего качества. Далее, после калибровки втулок, приступаем к порезке сёделом на станке. Ширину фаски на сёделах нарезаем шириной 1 мм. Теперь расставляем клапаны по своим местам и приступаем к притирке. Нынче для этого будем использовать присоску. Стандартно наносим немного притирочной пасты на фаску тарелки клапана и присоской, применяя возвратно-поступательные круговые движения, несколько секунд притираем клапан. Вытираем пасту с фасок прилегания и визуально осматриваем их. Как мы не раз уже подчеркивали, фаска должна иметь четкие границы, без пробелов и проплешин. И если наблюдаются пробелы и проплешины, то стоит повторить процедуру притирки. После притирки и визуального контроля проконтролируем еще и вакуум-тестером. Если стрелка манометра заходит в зеленую зону, то считается, что этого достаточно. После первого запуска непродолжительной работы двигателя клапаны прихлопываются по своим местам. А выпуск практически идеальный. Переворачиваем и проверяем впуск. Как видим, все отлично. Ну а возвращаясь к предыдущему случаю, в котором наблюдалось утолщение клапана в районе проточки под сухарики, клапаны преподнесли нам еще один сюрприз. Механик Дмитрий никак не мог притереть выпускные клапаны. Если впуск притерся без проблем, это вот эти вот клапаны и седло, то с выпуском вновь проблемы. На клапанах остались залысины и после второй попытки притереть их. А в этот раз выпускные клапаны оказались с биением. Мы только в предыдущем ролике рассказывали о подобной ситуации. Ставим клапан в шлифовальный станок и вот что наблюдаем. И по звуку, и визуально очень четко видно биение клапана. В этом случае пришлось перешлифовать практически все выпускные клапаны.
Ну а мы вернемся к нашей головке. Остается последняя корректировка – это вывод клапана в зону срабатывания компенсатора. После всех наших шлифовок и подрезок тарелка клапана, понятное дело, просела и ножка клапана выдвинулась. Это уменьшило зазор между клапаном и компенсатором коромыслом. А так как для правильной работы двигателя зазор должен соответствовать определенному размеру, то мы просто обязаны проконтролировать его и отрегулировать. Регулировать будем путем торцевания ножки клапана на требуемый размер. Если этого не сделать, то во время работы двигателя клапан может быть поджат. После шлифовки тарелки клапана, подрезки седла, клапан проседает в среднем на 0,2. Это мы берем обычный без нюансов вариант. Меряем вылет клапана и при необходимости корректируем его на требуемую величину. Теперь приступаем к финальной стадии ремонта. Фрезеруем поверхность прилегания или, как еще говорят, привалочную поверхность. Головка была отфрезерована на небольшую величину 5 соток, перегрева не было. Обмываем, продуваем головку после фрезеровки, моем все остальные комплектующие пружины тарелочки, бугели. Приступаем к сборке. Сперва накидываем нижние тарелочки и уже затем при помощи специальной оправки нахлобучиваем сальники клапана. Переворачиваем, расставляем клапаны по своим притертым местам. Мажем маслом фаску тарелки клапана и его ножку. Затем расставляем пружины с тарелками и вставляем в тарелку сухарики. При помощи чертилки и рассухаривателя засухариваем каждый клапан. Обязательно не забываем обстучать ножки клапанов, чтобы сухарики четко стали на свои места. Смазываем посадочные шейки распредвалом маслом. Надеваем на вал сальник распредвала и вкладываем в постель. Смазываем коренные шейки маслом и устанавливаем по своим местам бугели. Обязательно не забываем соблюдать нумерацию, обозначенную на них. На первый бугель наносим герметик или специальный лак и также ставим на свое место. Фиксируем его крайними болтами. Теперь ставим усик коромысел с коромыслами. Очень важно следить за компенсаторами. Как я уже говорил, они имеют пластиковый наконечник с пятаком, и его легко раздавить при монтаже. А иногда он может и выскочить, выпасть, и потом ищи его, где он там есть в этих пружинах. Поставили впускной вал, монтируем выпускной. Теперь предварительно обожмем валы. Конечно, позднее обязательно обожмем их, используя диаметрический ключ. Ставим на место шестерню. Направление посадки дает шпоночный паз. Набиваем ее мягкой алюминиевой болванкой и фиксируем болтом. По большому счету, это и все. Остается только проконтролировать правильность сборки. Ну а у нас на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, обязательно ответим. И без аварийных вам поездок.